В 1911 году Амундсен и Скотт рвались к Южному полюсу на перегонки. К месту, которое весь мир считал последним нетронутым уголком планеты. Снег, из которого веками никто не пил. Воздух, ни разу не тронутый заводским дымом. А лед под ногами у обоих уже был испорчен. Спустя 100 лет глициологи пробурили в Антарктиде 16 ледяных кернов и вытащили из них свинец. Промышленный свинец, которому там взяться неоткуда. И самый ранний слой с ним датируется 1889 годом. Это на 22 года раньше, чем нога человека вообще коснулась полюса. Своих заводов в Антарктиде нет и не было никогда. Свинец принесло ветром за тысячи километров из шахт и плавилен южного полушария, где к концу 19 века уже дымила промышленность. То есть вода и лед начали вести протокол наших дел задолго до того, как мы сами заметили, что протокол пишется. С океаном та же история, только в других масштабах. Он растворяет и держит в себе следы почти всего, что попадает в воздух и в реки. Медленнее суши, зато прочнее. За последние 200 лет он записал историю индустриальной эпохи так подробно, что ее теперь читают прямо по слоям воды и донного ила. Начнем с кислоты, потому что это самая измеренная часть истории. Углекислый газ от нашего сгорающего топлива примерно на четверть уходит не в небо, а прямо в воду. Там он превращается в угольную кислоту. Кислота распадается, высвобождает ионы водорода, и рост их числа как раз и называют закислением. До заводов водородный показатель поверхностной воды держался около 8,2. Сейчас он около 8,1. 1/10. Смешная цифра, скажете вы. А шкала ведь логарифмическая. И эта смешная десятая означает, что кислотность выросла примерно на 30%. Это уже не косметика. Это другой химический режим воды. И этот режим так просто не отмотать назад. Чтобы вернуть верхний слой океана к доиндустриальному состоянию, в воде надо перемешаться с донными отложениями, которые погасят лишнюю кислоту. Химики океана считают, что на это уйдут не десятилетия, десятки тысяч лет. То, что мы натворили за 2 века, вода будет расхлебывать в 100 с лишним раз дольше, чем длится сама эпоха заводов. Хотите знать, что это значит для живого? Ученые проверили заранее. Взяли раковины птеропод, крошечных морских улиток размером с горошину, которых иногда зовут морскими бабочками и которыми кормятся киты и рыбы. Положили их в воду с той кислотностью, что ждет океан к 2100 году. Через 45 дней раковины начали растворяться. Речь не о толстой ракушке, а панцире толщиной в человеческий волос. И на таких вот панцирях стоит основание изрядной части морской пищевой цепи. У кораллов есть свой архив, отдельный от льда и ила. Известковый скелет откладывается слой за слоем, будто годовые кольца дерева. Ученые разобрали такие керны у 328 крупных колоний кораллов рода Паритес на Большом барьерном рифе. Летопись роста там уходит на 400 лет назад, аж в 1572 год. И все 4 века скорость нарастания известняка держалась ровно, а после 1990-го рухнула примерно на 14%. За все 400 лет наблюдений такого обвала не было ни разу. Кислота бьет по планете неровно, и это не абстракция. Воды Арктики и Южного океана, где как раз и живет основная масса тех самых птеропод, теряют водородный показатель заметно быстрее среднего по миру, потому что холодная вода растворяет больше углекислого газа, чем теплая. Дом этих улиток меняется первым. Меняется не только концентрация растворенного, но и то, как соль размазана по поверхности океана. В 1870-е годы британский корабль «Челленджер» обошел весь мир и, помимо прочего, дотошно замерил соленость поверхности в сотнях точек. Получилась первая карта, с которой можно сравнивать. Сравнили. Соленые районы, где испарение перебивает дожди, за 1,5 века стали еще солонее. Пресные, куда стекает больше осадков и талой воды с ледников, еще сильнее опреснели. И после 1950 года этот разбег пошел раза в 1,5 быстрее, чем раньше. Кислота не одна такая. Вместе с ней океан теряет кислород. И тут работают сразу 2 вещи. Теплая вода физически держит меньше газа, чем холодная, а прогретый верхний слой еще и хуже перемешивается с глубокой, богатой кислородом водой. Итог. С 1960 года кислорода в мировом океане стало примерно на 2% меньше. 2% звучит несерьезно, пока не вспомни, что за ними стоит вода, покрывающая больше 70% планеты. И размазаны эти 2% по океану крайне неровно. Площадь зон с очень низким кислородом в открытом океане выросла
выросла на 4,5 миллиона квадратных километров. Объем воды, где кислорода нет совсем, с 60-х учетверился. А местами провал куда резче среднего. У побережья Центральной Калифорнии средние глубины за несколько десятилетий потеряли около 40% кислорода. Глобальные 2% и местные 40% описывают два разных океана. У Балтики это видно еще нагляднее. Площадь ее мертвого, задохнувшегося дна с середины прошлого века, выросла раза в 4 и добралась примерно до 65 тысяч квадратных километров. Откуда взялся весь этот кислородный долг у берегов? Из удобрений. И у него есть точный день рождения. В начале 20 века немецкие химики Фриц Габер и Карл Бош придумали, как связывать азот прямо из воздуха в аммиак для удобрений. До них норму азота, доступного растениям, задавала сама природа. Бактерии да редкие молнии. Габер с Бошем сняли этот потолок. С 1890 по 1990 год количество созданного человеком реактивного азота выросло почти в 9 раз. Сегодня человек связывает азота больше, чем вся природа Земли вместе взятая. Дальше просто. Лишние удобрения смывают с полей в реки. Реки несут их к берегу. У берега вспыхивают водоросли. Водоросли отмирают. Бактерии их разлагают. И в процессе выедают из воды кислород. Потепление отвечает примерно за половину потери кислорода в верхнем километре океана. Остальное вот на этом, на нашем стоке с полей. Так что валить все на один климат было бы враньем. Металлические следы человек оставлял в воде и во льду задолго до заводов. Только это были вспышки, а не сплошная линия. Гренландские керны показывают резкий скачок свинца между 1170 и 1219 годом от британской добычи серебра и свинца. Еще раньше похожие пики оставляла римская плавка руды. Но каждый раз всплеск газ вместе с войной, чумой или исчерпанным рудником, и свинец откатывался почти к нулю. Индустриальная эпоха сломала этот ритм. С начала 19 века и до пика этилированного бензина в 70-е содержание свинца в арктическом льду выросло по разным оценкам в 250, а местами и в 300 раз против раннего средневековья. А потом случилось редкое. Этилированный бензин начали запрещать в 70-х и 80-х, страна за страной. И кривая свинца в снегу и воде поехала вниз, местами больше, чем на 3/4 всего за 15 лет. Одно политическое решение так быстро переписало состав воды на целом континенте. Такое бывает нечасто. Разборы вот таких историй, где один слой льда, ила или рыбьего желудка переворачивает представление о целом веке, регулярно выходят на этом канале. Если хочется ловить такие находки по мере их появления, подпишитесь прямо сейчас, чтобы не пропустить следующую. Свинец шел в океан не в одиночку. Ртуть тоже прилетает по воздуху с дымом угольных станций и от кустарной добычи золота, где ртутью отделяют металл от породы. С 1850 года ртути в верхних 100 метрах океана стало втрое больше, а в среднем по всей толще прибавка всего 10%. Эта разница и выдает, где копится яд. У самой поверхности, где кормится основная промысловая рыба. У свинца хоть есть природный фон, есть чем сравнивать. У следующего маркера фона нет вообще. Цезий-137 и Плутоний-239 появились на Земле только после первых ядерных испытаний 1945 года. Раньше их тут просто не существовало. К 50-м и 60-м осадки от взрывов разнесло по всей планете и уложило даже в самых глухих донных слоях. В том числе на дне заливов, куда сроду не заходил ни один военный корабль. Взять японский залив Беппу. В его иле нашли плутоний, который приплыл течениями через весь Тихий океан с Маршалловых островов, где ядерные испытания вели Соединенные Штаты Америки. Слой с максимумом ложится примерно на 1964 год и совпадает буквально до года с самыми мощными сериями взрывов. Вот за такую точность геологи и предлагают этот слой границей новой эпохи – антропоцена. Границей, которую сегодня можно откопать в иле почти любого достаточно глубокого водоема. А что если человеческий след в воде можно увидеть вообще не трогая химию, просто вскрыв рыбу? Биологи так и сделали. Полезли в музейные банки с калифорнийскими рыбами, собранными с 1949 года. В желудках у рыб, пойманных до середины века, микропластика не было. Вообще. Ни крошки. А как только производство пластика поперло вверх в 50-е, крошки полезли и в желудки. Год за годом, повторяя кривую выпуска пластика почти один в один. И вот что тут важно. Пустые желудки старых рыб говорят не меньше, чем забитые желудки новых. Они показывают ту черту, до которой океан обходился без этого материала
потеряла совсем и после которой уже не отвяжется от него. Все это было про океан, про гигантскую бочку, которая меняется медленно ровно потому, что ее слишком много. Замкнутые водоемы, у которых стока в океан нет, устроены наоборот. У них счет идет не на века, иногда на одно поколение. И пример у Евразии под боком – Аральское море. Лет 200 до самых 60-х уровень Арала почти не двигался, гулял в пределах пары метров. Вода была слабосоленая, с минерализацией около 10,3 грамма на литр. И по составу необычная, с перекосом в сторону кальция, магния и сульфатов. А потом реки Амударью и Сырдарью начали массово разбирать на хлопковые поля. Приток рухнул. К концу 80-х Арал потерял почти 40% площади. Объем упал до трети от 60-го года. Соленость подскочила почти втрое, до 30 граммов на литр. К 98-му в южной, большей части моря, она дошла до 48 граммов. При такой солености не живет ни пресноводная рыба, ни даже многие морские виды. Рыбный промысел на Арале в 60-е кормил десятки тысяч человек. К 80-м его почти не стало. Рыба, привыкшая к слабой соли, новую не вынесла. А порты, откуда уходили траулеры, оказались в десятках километров от воды. Менялась и сама химия соли, не только ее количество. Вода испарялась и густела, и из нее по очереди выпадали в осадок карбонат кальция, гипс, а под конец галлит, обычная поваренная соль. Каждый такой выпад менял пропорции ионов в остатке, так что нынешний Арал химически устроен иначе, чем полвека назад. Это не просто тот же водоем, только солонее, это уже другой раствор. Тут и вылезает разница с океаном. Океан назад не повернуть, потому что он огромный. Одному инженерному решению его не сдвинуть, а Арал доказал обратное. В начале 2000-х построили дамбу, отрезали северную, меньшую часть моря от южной. И соленость на севере упала с 18 граммов на литр в 2002 до 10 к 2014. Почти вернулась к тому, что было до осушения. Маленький замкнутый водоем удалось откатить назад одним осознанным решением. Океан такого не позволит. Байкал разыгрывает ту же тему совсем иначе. Возьмешь его средние анализы, и все вроде спокойно. Вот это спокойствие и мешает вовремя заметить беду у берега. Озеру 25, а то и 30 миллионов лет – это самое старое и глубокое озеро на планете, и в нем около 20% всей незамерзшей пресной воды Земли. Специалисты, что мерили ионный состав на истоке Ангары, увидели, минерализация этой громадной массы воды за 20 лет топчется вокруг тех же цифр, что и десятилетия назад. Байкал слишком велик, чтобы его качнуло небольшое загрязнение. Ровно как океан не замечает разового сброса. Но за спокойным средним прячется совсем другая жизнь у самого берега. С 1946 года поверхностная вода Байкала прогрелась примерно на 1,2 градуса. Лед стоит меньше, слои воды перемешиваются хуже. Хлорофилла, по которому считают водоросли, с 1979 года стало на 300% больше. Кладоцер, это такая группа зоопланктона, с 1946 года стало вчетверо с лишним больше. А у берега, возле поселков, недоочищенные стоки уже гонят разрастание нитчатых водорослей. Есть и работы, которые ловят ртуть в тканях байкальской рыбы и по изотопам возводят ее к промышленным выбросам в бассейне реки. Пока это местная беда, зажатая на нескольких участках побережья. Не сигнал, что качнулись все 23 тысячи кубических километров воды в котловине. Все решает масштаб. Океан меняется во всей своей толще медленно и почти без шанса повернуть вспять, потому что воды в нем столько, что ее не вернет один человеческий жест. Аралу хватило 2 рек и одного решения, куда их пустить, чтобы обвалиться, а после наполовину подняться, в пределах одной жизни. А Байкал живет по обеим логикам сразу. Его 1,5-километровая толща стоит как стояла, а меняется край там, где люди подобрались к воде вплотную. И один вопрос пока висит без ответа, даже в специальных статьях. В зонах, где кислорода почти 0, бактерии начинают выпускать закись азота. Это парниковый газ, он сам подогревает планету, а потепление, в свою очередь, гонит кислород из воды дальше. Насколько сильно раскрутится эта петля в ближайшие десятилетия, честно не знает пока никто из тех, кто этим занимается.